Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня я вспомнил один чудесный рецепт скумбрии. Скумбрия я уже много раз говорил, я эту рыбу очень люблю. Считаю ее универсальной, очень вкусной, очень морской, очень рыбный вкус у нее. И за это она мне нравится. А сегодня, ребята, я вспомнил один рецепт, который довольно-таки часто готовлю дома. Но почему-то я вам его еще не показывал. Сегодня я покажу, как я иногда дома жарю скумбрию. Вот у меня здесь 8 таких крупных рыбок, друзья. Я срежу им торцы, которые я всегда так делаю. Немножко такой вид бывает у торца, они очень симпатичные. И как раз вот наша Маня здесь. Маню тоже покормим вот этими торцами от скумбрии. Маня, скумбрия. Ты любишь скумбрию, я помню. На, держи. Кс-кс-кс. О, где? Теперь отрежем хвостики и рыбку скумбрию. Друзья, ее очень желательно филировать, то есть избавимся от косточек. Я вам скажу, почему это очень желательно. Если бы я просто жарил скумбрию, то есть обычным методом на сковороде, я бы это не делал, я бы пожарил вместе с костями. Но, то есть если рыба у нас закрыта овощами, то желательно, чтобы рыба была без костей. Или нужно их удалять, или выбирать рыбу, которая не имеет костей. Таких рыб у нас не так много. Осетровый, там, сом. Скумбрия тоже рыба, вы сами знаете, костей у нее немного. Да. Но лучше даже те, которые есть, их удалять. Также избавляемся вот таким легким движением. Вот эти филешки, они почти готовы, еще не готовы. У них осталось убрать вот здесь, в середине есть такие небольшие косточки. Сейчас я это пинцетом сделаю. Но они почти готовы. Все, теперь, друзья, займемся вот этими косточками, которые я вам говорил. Они вот здесь бывают, прямо в середине. У скумбрии, вот вдоль хребта. Вот такие маленькие, в принципе, их даже можно есть. В смысле, проглатывать. Но лучше все-таки избавиться. Чуть-чуть повозимся, да. Значит, филешки у нас готовы, друзья. Нам осталось нарезать овощи. Это блюдо очень простое, как и все гениально на этом свете. Вот кольцами, такими толстыми кольцами нарезаем помидоры.
И, друзья, сюда еще идет острый перчик. Рыбка. И поперчим. Друзья, поехали. Рыбы немножко много оказалось, но она ужарится. И я думаю, будет нормально. Сейчас поддадим газку. Друзья, теперь идет немного сушеный алчи.
А теперь помидоры. А теперь острый перец, друзья. Посолим помидоры и перец. Накрываю крышкой. Друзья, и минут 15, не больше, вполне достаточно. Друзья, посмотрите, все готово. Супер. Супер-пупер. Все, снимаю. Оба! Друзья, блюдо обалденное. Я его готовил не один раз. Вот, уверяю вас, что вещь суперская. Я знаю, что 2 мне не хватит. Сразу кладу 3. Это очень вкусно. Друзья, просто супер. Скумбрия, вы сами знаете, насколько это вкусно и такая вот очень морская, с ярко-ярко выраженным вкусом рыбы. Так что ее вот так, друзья, разбавить, да, я имею в виду помидорками, кислинкой, вот алча, острый перец. Кстати, с перцем я чуть переборщил, очень острый оказался. Не попробовал, и вот так на глаз сколько было бросил, очень острый. Я-то сам люблю острое, терплю. Ну, дети просто могут отказаться есть. Друзья, вот шикарно заходит. Она такая и сочная, и там и масло, все на месте, да. Не пропеклась, вернее, она получилась такая, вы сами видели, да, жарено-тушеная. То есть сначала мы ее обжариваем до такой симпатичной корочки, а потом сверху уже идут овощи, помидоры, алча, перец. И это уже все минут 20 под закрытой крышкой тушится. И получается фантастика. А еще, если у вас есть чем эту рыбку запить, у меня оказалось белое вино. Так просто вообще супер. Значит, вечер у вас удался, друзья. Будьте здоровы. Холодное белое вино и горячая скумбрия.
Вот 3 вкуса вместе. Помидор, перец и алча такая сладко-кислая. И сверху кусочек аппетитной скумбрии. Я не представляю, что мир бы делал без скумбрии. Это одна из самых распространенных в мире рыб, я имею в виду вот по вылову, да, очень много вылавливается в мировом масштабе. И она в то же время очень вкусная. Прям, я не знаю, чудо какое-то, не рыба. Друзья, вот такой я вам хотел сегодня показать ужин. Он, в принципе, простой, можно сказать, на скорую руку. С рыбой особо не возимся, с скумбрии, сами знаете, чешуи нету. Сделали филешки, обжарили, сверху помидоры, перец. Можно еще что-то добавить. Ну, основа здесь как бы скумбрия в помидорах, да, вот так. Алча очень подходит, у кого есть, у кого нету, можно и обойтись. И получается бесподобное. Это один из способов приготовления вот этой прекрасной рыбки скумбрии. Спасибо большое вам за внимание, друзья. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.